Hey, мой ник летсплей — это новости Lineage 2M. Сегодня в выпуске тебя ждет ADN, спойлеры предстоящего обновления и полезные советы работягам. Обзор нового класса Destroyer. Новости Leo 5, гайд по тому, как потерять Дион и вылететь с Биоры. ADN – политический, культурный и религиозный центр континента, сердце одноименного королевства. Он тонет в роскоши и, в отличие от жителей Севера, здесь верят, что элегантность всегда в цене. Обычно на улицах Адена можно встретить множество послов и аристократов, которые стараются получить аудиенцию у самого короля Амадео Кадмуса. Что же принесет нам данное обновление? Подробную инфу ждем через неделю, а пока расскажу то, что успел накопать не без помощи людей, которых я хочу отдельно поблагодарить. Спасибо. Кстати, 400 алмазов из прошлого выпуска выиграл Макарчик, а вот Валера пролетел, так как не подписан на канал Sky News Games, что не соответствует условиям розыгрыша. Макарчик, свяжись со мной через Discord, ссылку ты найдешь в описании к этому видео. Ну что, лайк, подписка и погнали! Ровно на следующий день после моего дня рождения, это, кстати, намек, и спустя полгода после релиза игры в России, грядет Великое Королевство Аден, эпоха изобилия. 2 июня уже близко. Во-первых, сразу скажу, выключайте соски, ведь к обновлению вам понадобится 500 миллионов Адены на новую фиолетовую пассивку. Единственный фиолетовый скилл, который ты сможешь себе позволить или не сможешь. Также обещали завести новые книги наследников. Поэтому не спешите пока тратить знаки поручения и синюю краску, которую дают за 63 уровень. Внезапно подвезут золотые билеты Леи для класса и Агатиона, которые позволят еще раз произвести синтез, который произошел в период со 2 декабря по 23 мая. Будьте внимательны еще раз. Если у вас есть история синтеза красного или фиолетового класса или Агатиона за указанный период, вы сможете его повторить. Ну а если билетик не понадобится, то его можно будет перекрафтить в синий класс или Агатион соответственно. Подглядел я тут у одного человечка интересную новость. Никто не знает, когда это введут, но, вероятно, синие рецепты уже стоит начинать копить, так как из них станет возможным создавать красные, а из красных фиолетовые рецепты. И, наконец, топовый контент – мировая осада. Править будет лишь один. Ожидаем 22 июня. Приходите, будет жарко. Лето как-никак. Все успели наиграться с копейщиками? Тогда вот вам новости еще об одной фарм-машине. С Аденом в игру будет добавлен новый класс с двуручным мечом, или как его еще в народе называют, Дестер. Это класс с хорошим PvE потенциалом за счет наличия скиллов Масух и селф-баффа Spinsword, который с некоторым шансом позволяет наносить массовый урон при автоатаках и применении умений. Также есть красная пассивка Chainsword, которая усиливает свою младшую версию. В то же время Дестер является, наверное, самым живучим классом в игре в принципе из всех представленных на данный момент. В качестве доказательства сказанному можно привести такие пассивки, как Vital Reduction, которая увеличивает снижение урона в зависимости от значения Max HP вплоть до плюс 10, и Enchant Vitality, дополнительно разгоняющая Mass HP в зависимости от вашей выносливости. Также Дестер имеет в своем распоряжении красный скилл Hellfire, который по своему урону не сильно уступает фиолетовому хаосу мага. А это, на секундочку, самый сильный скилл в игре и имеет неплохой способ сблизиться с противником при изученном фиолетовом скилле под названием Devastation, который является аналогом Раша. Стоит отметить, что Дестер обладает уникальной механикой поэтапного прокаста своего основного дамажащего умения под названием Bash. Изначально учится как зеленый скилл, а второй и третий этапы идут как усиливающие его пассивки. При полном наборе вы можете прожимать этот скилл вплоть до 3 раз перед КД, и с каждым разом скилл бьет больнее предыдущего. А еще при каждом касте есть шанс застанить цель. Но уникальна эта механика была только при введении, ибо после реворка магов у них появилась подобная история с ураганом, который работает аналогично Башу. На Корее, кстати, есть третий этап урагана, просто нам его пока не завезли. Дестер, в принципе, отличается огромным количеством пассивок, которые дают ему в сумме огромнейшее количество статов. Только если все это раньше было привязано к лимитам, то теперь их в привычном для нас понимании нет. В итоге класс получился крепким среднячком уж точно.
После реворка Дестер не сильно претерпел изменения, из-за чего на Корее он уже достаточно продолжительное время не является топовым классом, значит и у нас вряд ли им станет. Культ. Мы все проеб... Историю пишут победители, однако кто прав, а кто лев, вы разберетесь и без меня. Настало время подвести итоги противостояния альянсов Union L5 и Pride. На протяжении месяца силы альянса Pride предпринимали попытки захватить замок Диона, который принадлежал их оппонентам из Union L5. Две неуспешные осады к третьей неделе обернулись захватом замка на несколько минут. Минувшая же неделя стала пятой и завершающей. 22 мая замок Диона пал, а силам Union L5 не удалось отвоевать его в моменте. В ролике про войну я назвал это противостояние Big War, что сейчас кажется справедливым только для первых 2 недель войны. Далее Union выступали скорее как оппозиция, ведь Pride уже забирали подавляющее большинство боссов и доминировали на сервере. После открытия Биоры появились договоренности, что конфликт между альянсами на Leo 5 должен остаться исключительно внутри их сервера. Однако и это не продлилось долго. После многократных стычек на боссах межкластерным альянсом было принято решение исключить Leo 5 из очереди. Ведь их внутрисерверные разборки были мало кому интересны и только мешали коалиции Леон. Далее здесь можно было бы налить кучу воды, но кому это нужно? Сейчас я приведу для вас цитаты от первого лица обеих сторон конфликта, где каждый РЛ делится своими впечатлениями и обратной связью. Куст из клана Gravity, Альянс Pride. Спасибо, что дал возможность внести ясность. Во-первых, хочу сказать спасибо всем бойцам Прайда. Во-вторых, хочу сказать спасибо Альянсу Black Sky за контент. Не буду скрывать, мы серьезно подошли к вопросу захвата замка Дион. Для нас это была стратегическая цель. Мне сложно выделить одного мембера как ключевого, так как здесь поучаствовали многие, и каждый внес свою идею по захвату замка. Если брать первые 2 осады, то вся ответственность за захват лежала на мне. Это на самом деле тяжело, потому что несколько фронтов. Невозможно за всем уследить. Поэтому было принято решение разделиться на 2 фронта для улучшения координации. Замка же 2, странно быть одним целым. Вторым фронтом руководил The Fek. Это дало свои плоды, и мы смогли на 3-й осаде захватить Дион на несколько минут. Но совершили ряд опрометчивых ошибок, поэтому потеряли замок. 4-я осада прошла ни шатко, ни валко. Мы ошибались, принимали неверные решения и опять упустили замок. К 5-й осаде уже пришло понимание того, как нам 100% победить. Мы жестко ограничили обязанности каждого РЛа. Четко следовали плану и все шло как по маслу. Перехваты замков вашими союзниками сбили нас с толку. Хороший мув. Но даже в связи с этим мы не меняли план. И 20 минут бились в поле, не пуская вас в замок. Моментами мне показалось, что это бой на выживание, кто первый сдастся. Но инициатива была за нами, и мы оставили замок себе. Алаин из клана Black Sky, главный РЛ Альянса Union L5. Насчет мувов и последней осады. Я допустил ошибку в том, что не стягивал Gravity на Геран. Думал, что нам хватит Намберса, чтобы быстро пройти к воротам Диона и зайти там за спину Скайем еще в 60 человек, чтобы свитки не сработали. Но не вышло. Их оказалось больше, чем я рассчитывал. Это опыт, мы учимся, не вижу тут ничего страшного. О войне. Мы дрались не 2 недели, а месяц. Для нас, как ты сам знаешь, был неприятный финт ушами от ОБ в лице мартышки, который теперь сидит и кусает локти, когда ему что-то дадут. Если бы война началась сразу со стадии, как сейчас, все было бы по-другому. Хайола почти не бывает, и мы могли бы их продавить. Но сейчас люди уже устали, и мы ждем трансферов, чтобы к нам залетела свежая кровь. Мы воюем против лжи злостного манипулятора Зефака, против тихушника Джуса и против ЧСВ ребят, которые по факту ничего из себя не представляют. Это хорошая война, и она еще не закончена. Лунимар из клана Black Lotus, Альянс Union L5. В первую очередь я РЛил кланы Black Lotus и Lost Souls. Планированием и организацией занимался наш мейн РЛ Алаин. Я с каждой осадой постепенно совершенствовал себя, так как опыта РЛства именно в ММО корейской школы у меня было крайне мало. Из неудачных мувов могу назвать попытку организовать стенку за воротами, которая вроде выглядела красиво. К слову, для быстрого построения я проводил отдельные тренировки до осад. Но эта стенка создавала проблему, где нас в любом случае переезжали вары из-за их подавляющего количества, а после без нашей поддержки переезжали из Каев. Особенно это было заметно на 3-й осаде, где мы впервые отдали Дион. Нас уже было меньше, чем обычно.
Однако в то же время стала показательна 4-я осада, где я сменил тактику. В том числе поняв, что нас, к сожалению, стало еще меньше, чем на прошлой осаде. Я на достаточно агрессивных байтах смог вводить огромный костяк гравити по точкам, не давая им сломать ворота Диона. Из-за этого они смогли сломать сами ворота только на 16-й минуте осады, если я правильно помню. Также я смог научить своих ребят быстро регруппиться, что давало возможность в решающие моменты брать прайдов в клещи внутри ворот и легко их зачищать после этого. Война была интересная, я прямо вспомнил старт сервера, но ты абсолютно прав. К 3-й неделе осады мы фактически слились. Последняя осада – это, если честно, позор. На предосадном регруппе по ощущениям я увидел пачек 5-6, напомню, эрелил я 2 клана. Скаев было примерно столько же, а это на секундочку раза в 1,5 меньше, чем было на прошлой осаде. В итоге нас просто переехали. Сколько бы вары не писали, что их было меньше нас, и что они задавили нас качеством, а не количеством, скажу так. Этого качества было на пол-экрана больше нашего качества. Я не совсем понимаю, почему они стыдятся того, что собрали играющий зерк. Сделать это очень сложно, и мы, например, с этим абсолютно не справились. Хей, а теперь скажет Let's Play. Я не ставлю точку, впереди еще как минимум 1 осада до трансферов. Кто знает, что они нам принесут или кого унесут. Оставайтесь вместе со мной следить за новостями игроков L2M. Присылайте мне свои истории в Discord, хвастайтесь подвигами и давайте вместе разделим ваши эмоции и опыт. Больше контента, богу контента. Ну, а на этом все.